2000 году наше министерство подготовило такой сборник ядерной индустрии России с обзорными статьями, подводящими итог деятельности нашего министерства, ну вот за время существования нашей атомной отрасли. Открывает их первая статья нашего, значит, он формально был председателем Госкомитета по атомной энергии, а в самом деле неформально заместителем министра среднего машиностроения Андроник Мелконович Петросян, про радиовый институт с 22 по 52 год. Ну а следующая статья вот была наша в коллективе авторов, в основном Римского, Корского и моя. Значит, это радиовый институт за период с 50 по 96, по 75-летию. И когда мы ее писали, конечно, это получилась некая свалка, как всегда, всего надо всем было уделить некое внимание, но все-таки мы пытались выяснить, а что было такого, что действительно осталось бы в памяти поколений. Вот наиболее яркие работы института за этот период. И получилось так, что наша чернобыльская деятельность действительно оказалась очень ярким таким моментом. Более того, где-то в 1987 году в газете «Правда» была большая редакционная статья, где расставлялись, так сказать, вот приоритеты, и было написано, что вот радиовый институт после Курчатовского института внес второе место по значимости вообще чернобыльские работы, не только связанные с саркофагом. Да? На это были свои основания, потому что в радиовом институте, значит, в нашей колыбели реально значит, были параллельно и физики, которые занимались фундаментальной наукой, и радиохимики, и геологи. Значит, я не буду сейчас вдаваться в детали, но оказалось так, что именно радиовый институт к этим работам был наиболее приготовлен и технически, и своим коллективом. Ну, к примеру, отдел, который у нас занимался подземными ядерными взрывами, был прекрасно оснащен в качестве мобильных бригад, у них был большой опыт работы в радиационных условиях. Отдел профессора Кузнецова внешней среды, специалисты по малым количествам радиоактивности, они несли огромный вклад в исследование водных систем, загрязнения водных систем и вообще с измерением радиоактивности на фоновых уровнях. Ну и, наконец, физики радиового института тоже сумели сказать свое слово. Тут надо отметить, что именно в радиовом институте школы Бориса Сергеевича Желепова, члена-корреспондента нашей Академии наук, закладывались основы ядерной спектроскопии. А это, собственно, основа всех методов применения ядерной физики в смертных областях. Вот они все выросли отсюда. Из этих схем распада атомных ядер, которые составил Желепов вот послевоенные годы, вот в лаборатории внизу стояли его спектрометры, эти схемы изучались. Отсюда возникла прикладная ядерная спектроскопия и так далее. То есть вот это просто мои слова о том, что роль радиового института в целом в комплексе во всех работ, не только связанных с саркофагом укрытием, она действительно очень велика. Теперь, пожалуйста, первый слайд. Ну а теперь я перехожу к теме. Ну вот, поиск разрушенного ядерного топлива в четвертом блоке и сразу второй слайд. А я решил начать все это с афоризма академика Георгия Николаевича Флерова. Вы должны говорить и писать так, чтобы даже академику стало понятно. И использую его в трех смыслах. Во-первых, это некое обещание говорить достаточно популярно, но тут есть еще и другие подкладки. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, значит, тем, кто не знает, Георгий Николаевич Флеров, выдающийся советский ученый, ученик Курчатова, один из создателей нашего атомного оружия. Вот 114 элемент таблицы Менделеева, видите, вот он, Флеровий, назван в честь Георгия Николаевича Флерова. Кстати, вот 18 элемент назван в честь его ученика Юрия Ганесяна, вот тут есть автограф подлинный. Но я бы про это не говорил, следующий, пожалуйста, но ровно над нами, вот на третьем этаже, в 1940 году молодые ученики Курчатова, Георгий Николаевич Флеров и Константин Антонович Петрожак, открыли четвертый вид радиоактивного распада тяжелых ядер, спонтанное деление ядер, да, на примере урана. Для урана спонтанное деление имело период полураспада 10 в 14 степени лет, но по мере того, как мы приближаемся к концу системы Менделеева,
этот вид распада делается определяющим, и, собственно, спонтанное деление определяет вообще-то весь облик окружающего нас мира. Это было выдающееся совершенно открытие. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот они же с их автографами, это, наверное, 81 год. Но я хочу сказать про Флёрова еще и в третьем смысле, пожалуйста. Значит, Георгий Николаевич Флёров побывал в Чернобыле дважды. Значит, он раз был там летом 1986 года и привез с собой свои замечательные так называемые ядерные фильтры, но это трековые мембраны. Значит, это некие пленки, которые облучаются тяжелыми ионами, потом протравливаются в химических растворах, и получаются совершенно идеальные фильтры с заданной частотой дырочек и с заданными диаметрами. Вот там долей нанометра, да, вот, уникальная совершенно вещь. Значит, но потом он приехал позже, приехал в конце сентября и пробовал там с нами 2 недели. Вот мы здесь, значит, вот он, значит, Георгий Николаевич стоит, вот это я, ну, вот Эдвард Михайлович Пазухин, про которого, наверное, будет упоминать Борис. Это вот Боря Петров, про которого я буду очень много потом говорить, но это вот такой вот Дмитрий Божек, спокойно. Это наши физики. Значит, физики организовали в Чернобыле, и это было не просто так, это было распоряжение первого заместителя министра Мешкова, лабораторию гамма-спектрометрии, которая поначалу занималась довольно узкими задачами, но потом взяла на себя функции обеспечения оперативной информации практически всех программ, которые осуществлялись в Чернобыле, всех организаций, не только нашего министерства. Правительственной комиссии, Министерство обороны, Управление начальника химвойск, Минздрава и так далее. То есть был проделан очень большой объем информации, причем, как вы понимаете, приходилось въезжать не только в то, как это измеряется, и для этого была там соответствующая техника и специальное разработано программное обеспечение, которое потом стало уже широко использоваться в других местах. Но приходилось еще и в смысл самой работы, потому что люди тебе приносили пробы, и они не очень понимали, а что мы хотим там, да, а что это означает, собственно говоря. Вот Георгий Николаевич Флёров, тут ему за 70 лет, на себе, значит, он привез с собой некую систему для защиты органов дыхания на основе своих трековых мембран, ядерных фильтров. Вот он у нас испытывает на себе, значит, эту трековую систему. Вот сидящий здесь Сергей, опять, Сережа Чуваев. Какое у тебя отчество, Сережа? Владимирович, Сергей Владимирович Чуваев. Ему на его участь выпала нелегкая доля оруженосца Георгия Николаевича, сопровождавшего его за все эти 2 недели в Чернобыле. Следующий слайд. Вот. Но тут оказалось удивительным образом, что Георгий Николаевич, вот как рифмуется прошлое и настоящее, да? Оказалось, что вот роль Флёрова стала очень существенной и в работах не только по сооружению саркофага, но и в наших дальнейших исследованиях. Вот такая удивительная такая рифма возникла. Значит, вот эта фотография разрушенного 4-го блока, это июнь. Вот у нас центральный зал, вот это центральный зал, вот крышка перевернутая реактора, да? Вот это у нас крыша южного сепараторного помещения, вот она, заваленная вся, вот это северное сепараторное помещение. Следующий, пожалуйста. Значит, к началу сентября вовсю шли работы по сооружению вот этого самого знаменитого саркофага, который потом стал укрытием, не без нашей помощи. Вот видите, это вот как раз снимок Сергея Владимировича Чуваева с борта вертолета. Вот, значит, на развалины, на обломки по проекту в НИПИ это была поставлена некая металлическая конструкция. На нее стали накатывать трубы большого диаметра. Вот видите, часть из них положена, да? Но при этом возникла серьезнейшая проблема. Вся эта конструкция опиралась на старые разрушенные конструкции реактора, и в том числе вот на эту юго-восточную вентиляционную трубу. А ее надежность была совершенно непонятной. По начальному проекту планировалось, что поверх этого трубного наката будет налит слой бетона 20-сантиметровый. И вот если бы этот бетон был налит, то вполне было возможно такое, что эта конструкция рухнет. И вот в сентябре нашей команде, нашей лаборатории совместно с группой теоретиков Евгения Павловича Велихова во главе с профессором, будущим академиком
Александром Михайловичем Декна, выдающимся физиком-теоретиком, наш заместитель министра Усанов поручил подумать, а что здесь можно сделать. Ну вот это отражено в книге моего покойного друга профессора Рутиняна. Это ее уже вариант сетевой, но до этого она выдержала 5 изданий. Ее сначала издавала издательство «Наука», а потом наша Росатом издавал за свой счет. И там в главе «Жаркое лето» 86-го довольно подробно все это описано. Есть фотографии наших работ, приведены всякие забавные, ну и не очень забавные случаи, и экстремальные, честно уж скажу. Следующий, пожалуйста. В общем, все это привело к тому, что мы сумели провести оценку того, насколько вот этот излучаемый этим развалом всем, да, спектр этого гамма-излучения, насколько он жесткий. Вот видите, мы сумели своими методами вот этот изначальный спектр, да, а вот то, что излучает развал. В среднем, конечно, да. Сумели провести измерения мощности экспозиционной дозы. Следующий, пожалуйста. И вот в результате получился вот такой, эта записка, вот если вот видите наверху слово укрытие, вытерто, да, на основании этого было, вот выяснили мы, что у нас основной вклад в дозу дает не сам центральный зал, а вот южные, можно немножечко через два слайда назад, южные сепараторные помещения, еще. Вот это место. Вот он дает основной вклад в мощность дозы. На основании вот именно этой записки, и тут впервые упомянуто слово укрытие, вернемся снова туда, значит, по предложению Армена Артавазовича Абагяна, это чрезвычайно замечательный человек, директор ГНИ АЭС, как раз вот ровно в момент ее написания он придумал слово «укрытие» вместо саркофага, и на основании этого было принято решение, поскольку дозы вне ожидания оказались не такими страшными, было принято решение обойтись просто вот этим трубным накатом. Но однако при этом, при всем следующее, присутствовал Георгий Николаевич Флеров во всех наших дискуссиях, это наши вечерние чаепития, вот это Флеров, вот это я тогдашний, а это мой любимый друг Боря Петров, собственно говоря. Вот, и тогда Флеров предпринял неординарную, он пользовался огромным весом у нашего заместителя министра Усанова по строительству, как один из отцов-основателей отрасли, ну и кроме того он был вхож непосредственно в правительственной комиссии в Щербине, и по его предложению были срочно изготовлены такие металлические рамы со свинцом, и вот эти южные, можно снова назад, эти южные сепараторные помещения, вот это место, вот это на границе с центральным залом, были заложены вот такими металлическими плитами. Не будь этих плит, никакие исследования района центрального зала, но во всяком случае с южной стороны, были бы невозможными, потому что это был невероятный завал, мы потом увидим часть этого завала в видеофильме. Ну и кроме того были мощности дозы, которые не позволяли туда проникнуть вперед. Вот. А теперь это уже 91 год, это вот как раз эти вот мы идем, вот это я впереди, мы несем наш детектор, ну для изучения ситуации в центральном зале. Вот это я, это Саша Прусаков, а это Эдик Падыкин нам тут помогает. Мы идем как раз по этим плитам академика Флерова. Если бы не будет этих плит, не будет здесь Флерова в Чернобыль, мы бы, конечно, это не смогли продавить. И не смогли бы в такое это сделали, буквально за 3 дня изготовили плиты, специальный такой гири из объединенного урана разбомбили разломанные перекрытия, и вот сверху это все было за 3 дня. Да? То есть работали днем и ночью монтажники, да, вот монтировали эти плиты. И вот в результате стали возможны исследования вот этой области. Вот таким удивительным образом открытие, совершенное на этаж над нами, повлияло на работы, которые проводились внутри укрытия. Срифмовало, скажем так. Следующий, пожалуйста. Ну, теперь я все-таки буду говорить про работы по локализации топлива, которые мы проводили сначала в бассейне Барбатюре. Я расскажу потом, что это такое. Ну и потом в центральном зале, там, где находится перевернутая крышка реактора.
Вот список участников, к сожалению, наиболее активные участники, вот помимо меня, значит, все здесь вот весь цикл выдержали я и Боря Петров, покойный, который скончался в прошлом году. Ну, а вот, значит, Саша Прусаков, Жора Байков, Андрюша Коренков, Женя Беляев, они уже ушли. И нам очень помогали, конечно, помогала комплексная экспедиция Курчатовского института в Чернобыле, и особенно Константин Павлович Чечер, про которого мы поминаем буквально ежедневно, еженочно. Причем эта помощь была абсолютно бескорыстной. Мы, конечно, включали его в свои публикации, но было совершенно дело не в этом. Те дозовые нагрузки, которые он при этом получал, просто оказывая нам содействие, да, они несоизмеримы ни с каким авторским участием в газете. И вот тут бы я хотел отдельно следующее. Отдельно помянуть нашего любимого сотрудника Бориса Федоровича Петрова. И тут мне хочется сделать некое отступление. Значит, ну уж так сложилось в мою жизнь, что мне довелось быть знакомым, ну и даже дружить со многими очень крупными учеными и деятелями не только науки, но и литературы, искусства. Но вот если говорить про гениальность головы человека, то вот гениальной головой обладал один человек. Это Боря Петров. Никакой не мой друг Юра Оганесян, не академик Петров. Значит, Боря сам родом из Пскова, поступил в наш 45-й интернат при университете, участвовал в интернате, был чемпионом, победителем двух всесоюзных и всемирной олимпиады по физике, потом работал в университете, потом работал в Дубне, там написал кандидатскую, которая прекрасно бы тоже стала докторской, ему было это просто неинтересно. Перешел в 85 году в радиовый институт, тоже сделал великолепную совершенно работу мирового класса, и тут случился Чернобыль. И вот Боря стал неформальным лидером этих работ физиков, которые проводились в Чернобыле. И благодаря его и энергии, и, конечно, невероятной физической интуиции, и математическому образованию, конечно. Действительно, математику. Ну, просто маленький пример. Его жена Ирина, она была теоретиком в оптическом институте, занималась нелинейной оптикой. Ей нужно было писать диссертацию. Борис, не читая никаких книжек, влез в эту нелинейную оптику и за месяц создал новое направление в этой нелинейной оптике. И потом проект. Вот такой был человек. Следующий, пожалуйста. Это просто моя благодарность. Значит, в 1986 году Боря, работая в Чернобыле, он работал июнь-июль, маленький перерыв, август, сентябрь и половина октября. Значит, он единственный получил 4 благодарности правительственной комиссии. Вот моя, у меня их там 3, а вот у Бориса 4. Причем их тогда давали не задним числом, как вы понимаете. У нас же награждают, так скажем, человек приезжает в Ленинград, да, на него пишет отдел кадров представления. Да. Люди, которые пишут представления, не очень понимают, что там человек делал там с чьих-то слов. Нет, они были прямо на месте получены. Да. У Бори было так, 4, следующее, пожалуйста. Вот. А теперь для чего все эти работы по локализации, поиску топлива были нужны? Они были нужны по многим причинам. Во-первых, было не очень в 88-м, 89-м, 90-м году не очень была ясен уровень радиационной и ядерной, главной, безопасности, объекты укрытия, и что там может произойти при возможных аварийных ситуациях, обрушениях, скажем, кровли центрального зала. Ну, просто могу напомнить, наверное, многие про это слышали, но думаю, что в основном нет. В 90 году, летом 90-го года, в помещении 304-м, это соседним с подреакторным помещением, помещение с высоким уровнем бетона, но с очень высокими уровнями гамма-полей, внезапно скачками стал расти нейтронный фон после прошедших дождей. Это вызвало невероятную панику, туда, значит, стали заливать гадолиний, замедлитель нейтронов, и потом в результате, значит, это был, вот этот рост скачкообразный был прекращен. После этого началась бурная дискуссия и в мировой научной печати, и не только научной. Публиковались разные, самые немыслимые гипотезы. В 1993 году мы собрали здесь у нас, на базе нашего института, собрали экспертную комиссию из представителей Курчатовского института, физико-энергетического, строили разные модели,
Самые, и, кстати, и в неких моделях получалось действительно, что там под бетоном скапливаются сборки хаотические, а вода является замедлителем нейтронов, и вот начинает разгораться самопроизвольная цепная реакция, потом поднимается температура системы, вода испаряется, потом снова, значит, поэтому реакция затухает, ну, за счет того, что прекращается. Ну, то есть моделей было очень много. Но гораздо позже выяснилось, что наш вот общий друг Константин Павлович Чечеров. Да, и, кстати, вот это событие в помещении 304/2 послужило одним из основных оснований для сооружения, значит, соответственно, вот этой второй арки защитной, да? Потому что, ну, если вот такое возможно, разгон, значит, это ядерно опасный объект, который нужно всячески оберегать. Но гораздо позже выяснилось, это я уже могу потом отдельно, что причина это носила не объективный, а субъективный характер. Так, теперь, значит, была важна выяснить количество топлива для реконструкции сценария протекания аварии. То есть сколько, значит, мы говорим, что по всем официальным оценкам было выброшено 3, 4, ну 5% топлива. Это наш доклад в МАГАТЭ 1986 года Валерия Алексеевича Легасова. Значит, ну если выброшено 5%, значит остальные 95% в том или ином виде должны быть найдены внутри блока. Да? Никуда не поделаешь. Но если это не так, то тогда, значит, если было выброшено больше, то это существенно увеличивает риски и оценки полного радиологического ущерба за счет аварии. Вот. Но при этом нужно понимать, что все-таки это разрушенный блок, это разрушенные конструкции, местами его исследование превращалось, ну, буквально в спелеологию. Кроме того, когда строили саркофаг, сверху лили, вот в частности укрепляя вот эту юго-восточную вентиляционную шахту, колоссальное количество бетона, которые, значит, проникли в разные помещения, где-то этот бетон накрыл топливо, то есть еще свежий бетон. Да? Но при этом радиационная обстановка, значит, у нас поля, значит, ну, в старых это 1000 рентген в час, это десятки греев в час. И при этом еще и концентрация радионуклида в воздухе. Вот, например, когда мы работали в бассейне Барбатере, мы поднимали такую пыль, что стоявшие на крыше системы регистрации выброса Александра Николаевича Херуимова, они обнаружили увеличение на 2 порядка. То есть концентрация по плутонию это примерно, ну, сотни тысяч предельно допустимых, и по цезию это десятки тысяч. То есть нужно понимать, что вся работа внутри, если это была действительно реальная работа, а не просто присутствие, она требовала автоматически буквально выхода за все рамки на нормы радиационной безопасности. Когда у нас были налажены отношения с дозиметристами, то мы поступали по-простому. Значит, у нас были дозиметры, которые мы оставляли в самом пропускнике, и дозиметры, которые нам давали наши знакомые дозиметристы, ну, чтобы знать собственную дозу, контролировать. Да. Теперь, если говорить, я тут очень, пускай этот слайд останется, но, может быть, она не очень понятна не для физиков, но вообще-то задача реконструкции вот сложной конфигурации источников на основе вот регистрируемых полей, это задача математически некорректна. Она требует, значит, у нас и знания изотопного состава, и геометрии, и сложной процедуры восстановления. То есть это некая вещь даже для простых случаев, когда вот у нас есть гамма-спектрометрия какого-нибудь объемного источника. Эта вещь не очевидна. Поэтому, значит, в случаях 4-го блока, во-первых, у нас полная неопределенность того геометрии вот этих топливных новообразований, так называемых, да? Мы не очень понимаем их изотопный состав. Поначалу там просто мы регистрируем гамма-поле, да? Ну и кроме того, они еще и экранируются. Поэтому говорить о том, что мы сказали, что точно вот такое-то количество, мы не можем. В лучшем случае, даже с использованием математических моделей, мы их использовали, безусловно, мы можем говорить про оценку количества топлива в том или ином помещении. Да? Теперь, значит, ну как вот определить геометрию этих новообразований? Просто либо, значит, это видеонаблюдение, либо фотосъемка, либо видеосъемка. Значит, ну а изотопный состав, значит, тут тоже есть своя проблема. Когда перед вами есть, ну, какая-нибудь громадная куча, которую мы потом увидим в бассейне в Арбатере, мы отбираем малые образцы. И на основании отбора малых образцов мы делаем заключение о количестве топлива во всем этом массиве.
Насколько закономерно вот это распространение анализа малых образцов на большие объемы, это вопрос скорее к Борису Евгеньевичу, потому что он потом расскажет, наверное, про то, как происходил сам процесс аварии и перемешивания, и насколько все это перемешалось, это отдельный вопрос. Да? Но тем не менее, это тоже вот некое допущение, что мы отбираем маленький образец, его анализируем, ну, и гамма-спектрометрии, и радиохимии, определяем в нем количество топлива, урана, и потом распространяем на большие массы. Итак, первое, к чему мы приступили к изучению бассейна Барбатера. Что это такое? Вот это упрощенная схема аварийного блока, вот эта перевернутая крышка реактора. Вообще-то бассейн Барбатер был элементом штатной системы противоаварийной на случай паровой аварии. Значит, предполагалось, он был включен в штатную систему самого блока. Значит, предполагалось, что в случае паровой аварии, которая произойдет вот в этом подреакторном помещении под реактором, избыточный пар проходит через пароразбросные клапаны, вот он, да, попадает в помещение парораспределительных коридоров, неправильно здесь названо коллекторами, там конденсируется, ну а в случае, если и там этого не хватило, дальше через систему телескопических труб они проходят в бассейн Барбатер, где находится 1,5 примерно метра слоя воды, и пар там, пробулькивая через эти трубы, он конденсируется. То есть это была штатная система локализации аварии. Особый интерес, эти исследования мы начали осенью 1988 года, и они еще сильно подхлестывались большим к ним интересом группы теоретиков Евгения Павловича Велихова, профессором Декне, профессором Большовым и профессором Мартиняном, которые вот создавали Институт проблем безопасного развития атомной энергетики. Именно их расчеты мая 1986 года, расчеты того, что вот топливо расплавленное проплавит под фундаментную плиту, проплавит строительные конструкции и попадет в Барбатер, послужили к тому, что под бассейном Барбатером усилиями шахтеров, если кто видел фильм про Чернобыль, вот там они, значит, строили вот охлаждаемую плиту-ловушку, была построена в очень короткие сроки охлаждаемая плита-ловушка. Поэтому казалось, что если мы там найдем топливо, ну очень хорошо, значит, плиту-ловушку мы не зря строили. Когда мы приступили к его изучению планомерному, то про него было известно, что есть какие-то там кучи глины, на которых до 20 тысяч рентген в час. Есть там какие-то вот паросбросные трубы, вот, про которые я говорил, да, через которые пар пробулькивается вниз. Вот давайте мы совершим небольшую экскурсию. Следующий, пожалуйста. Вот. Но тут же на первом этаже бассейна Барбатера обнаружилась вот такая куча, мы ее называли, да, вот эта куча топливосодержащей массы. Это фотография Леонарда Вячеславовича Валерия Драбчинского. Это декабрь 1988 года. На ее поверхности 14 грей в час. Да, ну 1400 рентген там. На втором этаже бассейна Барбатера, да, при этом да, еще и Барбатер был темное помещение, только с фонариками, нам пришлось на себе организовывать систему электроснабжения. То есть нам выдали электромонтера, который имел право работать в особо опасных условиях, но при условии, что он не более там одного рентгена, одного ГЭРа получит за ход. Следующий, пожалуйста. Вот такие же кучи топлива. Это второй этаж бассейна Барбатера, гораздо более крупные, да. Вот они, видите, как красиво выглядят. На втором же этаже обнаружилось следующее. Вот такая удивительная конструкция, такая труба, проплавленная металлом. Причем металл очень специфический по нуклидному составу, я думаю, Борис может про это еще расскажет. А в ней очень была сильна концентрация изотопов рутения, 103-106. Вот на первом этаже, ну это пример первого этажа, вот что было с бетоном, который налился туда, когда строили укрытие. Вот видите, это уровни бетона, это примерно 2 метра от уровня пола начала. Следующее. Но вот что было интересно, смотрите, значит, вот это налит бетон, значит, здесь где-то метр бетона от основания. Вот это некая конструкция. И вот на ней, вот раз, и вот там стрелочка меньше или 2,
Вот такие куски пемзы, про которые Борис Евгеньевич еще будет говорить поподробно. Значит, это результат, в обычных условиях, это результат взаимодействия расплавленной лавы с водой. Причем, видите, они находятся не просто они лежат вот на уровне, это примерно 1,5 метра от пола. Вот они осели на строительной конструкции. И особо, конечно, их много было не в самом бассейне Барбатере, а вот в том месте, откуда выпускали воду из него. Это помещение ВСРО, вспомогательных систем реакторного отделения. Там просто буквально куча этой лавы. Поэтому, конечно, в фильме ни в какой Барбатер эти люди не входили, они просто прошли помещение ВСРО снаружи Барбатера и там открыли вот эти клапаны. Кстати, воспоминания, они опубликованы, могу дать ссылку. Они вообще в этом не видят ничего особенного. Они получили там где-то такое, от силы 5 грамм. Да? Воды там было в момент их открывания, где-то по щиколотку, максимум по колено. И были они одеты в обычные костюмы химической защиты, полихлорвинил. Так что это красивая такая легенда. Вот. Следующий, пожалуйста. Значит, дальше нужно было как-то понять, что это такое, этот Барбатер. Значит, то есть там, где было возможно изучить радиационную обстановку дозиметрами, а там, где нет, мы изделились. Вот у нас были такие металлические, такие длинные конструкции, на них прикрепляли накопители излучений, накопители термолюминесцентные, которые обладают очень хорошей линейностью, от рентгена до 1000 рентгена, они, в общем, железно работают, и пробрасывали их в область там, где у нас есть очень высокие поля, потому что, ходить по таким кучам, сами понимаете, смерти было подобно. Следующее. И вот где-то к марту 1986 года эта карта гамма-полей в этом бассейне Барбатере, вот эти кучи, которые мы до этого видели, вот эти кучи на втором, это карта второго этажа. Значит, вот видите, тут 2000 рентген в час, 20 грей, соответственно, да. Вот эта проплавленная труба, которую мы видели, но вот там появилась загадочная мисс. Следующее. Вот этот район, так называемый, мы их назвали бетонных наплывов. Никаких видимых источников излучения. Но при этом поле до 600 рентген, 6 грей в час. Что такое? Значит, и вот тут мы задумались, как понять, то ли это у нас есть некое топливо, которое через трубы прошло, прикрыто сверху тонким слоем бетона и оттуда светит, да, то ли что-то еще. Следующее. И вот тут, за очень короткий период мы создали вот такой робот, реально бегающий по неровностям пола, целиком в радиовом институте, нигде-нибудь, никому не обращаясь. Вся механика, все это было сделано здесь, на основе сцинтилляционного детектора в коллиматоре из свинца, да, который у нас довольно активно бегал по первому и второму этажу. Значит, изготовлено все это было разработано за 2 месяца. И вот результат сканирования вот этого источника, этого района бетонных наплывов на первом этаже бассейна Барбатера. Видите? Вот, значит, то есть мы начинаем сканировать нашим детектором из нескольких точек, и вот у нас явно совершенно идентифицируются вот 3 источника гамма-излучения, эти 3 трубы с топливом, да, вот они, одна, вторая, третья, которые, собственно, вот это поле в 600 рентген и создают. А вот дальше пришлось решать, это, конечно, прежде всего Борис Федорович Петров, некую обратную задачу. То есть у нас есть эти кучи, создающие измеренные нами поля. И есть вот эти 3 источника. Вот создает ли эта конфигурация, хватает ли этой конфигурации для воспроизведения вот этого реального поля на первом и втором этаже? Значит, оказывается, хватает. Это означает, что если под топливом и есть, под бетоном и есть топливо, то его слой, не менее там 30 сантиметров. Да? То есть мы допускаем, что там топливо есть, но оно никакого вклада в нашу картину гамма-поля внутри этого Барбатера не дает. Это было опубликовано в материалах первой международной рабочей группы по тяжелым авариям. Кстати, это уникальный экземпляр, это нам прислал из Америки наш друг Андрюша Глухов, который был сотрудником Чернобыльской станции, сейчас успешный сотрудник
Pacific, ну, Тихоокеанской северо-западной лаборатории. Вот общая оценка количества топлива на 2 этажах бассейна Барбатера 13 плюс-минус 4 тонны. Позже Константин Павлович Чечеров со своими сотрудниками они пошли на больший риск. То есть мы геометрический размер определяли в тех местах, куда мы не могли проникнуть, просто по спаду габа-поля. Вот мы сунули туда некую штангу с детекторами, видим, что там, скажем, да, поле кончается, ну, значит, здесь и куча кончилась. Они они эту оценку существенно понизили. Но в официальных оценках вот она осталась ровно такой. 13 плюс-минус 4 тонны. И уже позже, в 1989 году, это фотография Константина Павловича Чечерова, вот эти показанные, помните, значит, есть паросбросные клапаны, которые связывают подреакторное помещение с помещением парораспределительных коридоров. Вот, значит, это застывшее топливо. У Бориса будут более красивые, наверное, картинки эти самые, да? Но это вот черно-белая фотография. И если мы посмотрим, можно вернемся на карту, вот чуть-чуть пораньше, еще пораньше, еще, вот сюда, то мы увидим, вот у нас, значит, вот эта сама зона реакторная, а вот эти 4 паросбросных, 8, вот. И мы видим, что у нас эти кучи образовались в районе именно этих паросбросных клапанов. То есть, к сожалению, вся наука моих друзей про проплавление строительных конструкций, попадание из-за этого топлива в бассейн Барбатер, необходимости слива воды, сооружение под ним вот этой охлаждаемой плиты ловушки, она полетела, в общем, увы, значит, вот, накрылась. Теперь, значит, мы переходим к нашим работам по уже самому такому эпицентру аварии, к центральному залу. Вот это наша рабочая фотография, я ничего с ней не делал, вот какая она есть, такая она есть. Вот у нас вот эта верхняя перевернутая крышка реактора со свисающими с нее, мы не знаем чем, это технологические каналы, есть в них топливо или нет. Вот они еще тут свисают. Но слева ее накрыла огромная загрузочная машина. Дело в том, что реакторы РБМК такие, что все время приходится переставлять топливные сборки для выравнивания нейтронного потока. Поэтому вот, значит, это вот грандиозная конструкция, она рухнула вот сюда. Вот предстояло выяснить, что же есть в этом. Да, до начала наших работ, собственно, про сам центральный зал было известно довольно по поводу количества топлива в нем было сведений довольно мало. Хотя, следующее, Константин Павлович Чечеров сумел влезть в саму шахту реактора, в общем-то пустую, провести некую реконструкцию. Значит, вот можно предыдущую. Значит, вот у нас вот эта крышка реактора, она на следующий уровень, она вот перевернутая, фактически пустая шахта реактора. Ну вот, а с крышки свисают некие вот такие конструкции, которые можно назвать технологическими каналами, но есть в них топливо или нет, мы пока мы этого не знаем. И никаких сведений про это не было. Следующее. Вот. Но, значит, здесь довольно большая специфика была, потому что, во-первых, у нас тут традиционные поля, в точке, где мы могли разместить наш детектор, это примерно 1 Грей, 100 рентген в час. То есть система должна быть у нас, естественно, работоспособной в таких полях. И кроме того, значит, нам, конечно, нужно привязать результаты нашего гамма-сканирования с видеоизображением, потому что в лаборатории мы могли видеть издалека, все-таки там не такие большие поля, да, куда он смотрит, да, а здесь нет. Значит, и тут вот опять-таки замечательная глава Бориса Федоровича Петрова извернулась. Если бы мы использовали сенсоляционный детектор, он бы у нас просто засветился весь, потому что очень большое поле. Значит, надо использовать детектор малого объема, с тем, чтобы через него что-то проскакивало, но не давало бы общей засветки. И тут в радиовом институте Сергеем Ивановичем Лошаевым был разработан нам специальный полупроводниковый детектор, который оказался идеальным для этих условий. Да? Следующий, пожалуйста. Вот на основе этого детектора мы создали вот такую же систему. Она тоже была сделана за очень короткий срок.
Уж честно скажу, вся эта механическая часть, она была скорее для начальства, потому что нам было понятно, что нам ее придется доставлять на себе, всю эту конструкцию. Значит, вот это у нас коллиматор с полупротивниковым детектором, вот телевизионная камера, ну а все остальное это система управления. Значит, у нас система сканирует и по полярному, и по азимутальному углу. Ну, а это, скажем, она где-то у нас могла ходить метр-два другое, но в условиях центрального зала, там где-то есть страшные завалы, конечно, это пришлось волочь. Вот это, значит, ваш покорный слуга, это мой покойный друг Саша Курсаков. Вот мы отлаживаем на пути к этому центральному залу. Вот это наше устройство. Видишь? Вот так выглядит поближе это самое вот это перевернутая верхняя галогическая защита реактора, которую неправильно называют крышкой, это схема, именно схема Е. Вот эти самые хаотические скопления каналов, которые назвали очень романтически волосы Елены. А вот это, значит, тут более серьезная вещь, прикрытая отчасти вот этой упавшей загрузочной машины. Вот это мы выбираем наиболее удачную точку для проведения наших измерений. Вот это как раз крышка реактора, вот она там горит. Да. Здесь примерно 1 грейд в час, 100 рентген в час. Ну мы тут, конечно, не болтались часами. Ну, а это скорее уже для специалистов, это просто рассказано, вот как, где на крыше южных барабан сепараторов размещался наш детектор. Вот сам центральный зал, вот эта упавшая загрузочная машина, вот эта схема, и следующая. И вот это результаты сканирования, гамма-сканирования этой окрестности схемы Е. Я не буду вдаваться в детали. Дело в том, что все-таки была загрузка так велика, что мы не могли исследовать спектральные характеристики. Мы не могли сказать, это создает толстый слой или тонкий. Если толстый слой, то бы у нас спектр, понятно, был другим, там, да, но в данном случае это было невозможно. Мы просто измеряли счетность. Вот после этого была проделана следующее. Были разработана модель. Одна из них предполагала, что вот то, что мы видим нашим гамма-детектором, повторяю, он видит только гамма-лучи, да? Откуда они, мы не знаем. Они связаны все-таки с топливом, либо второй вариант, это просто цезий, который испарился из топлива, но и осел на конструкцию. В зависимости от того, какую модель применяем, возникает разная оценка. В общем, получается так, что если, значит, у нас это цезий, то это, значит, 3,6 тонн топлива. Если это просто топливо, но в тонком слое, это посчитано по методу Монте-Карло, это 10 тонн топлива. И, наконец, предположение, что мы просматриваем неповрежденные кассеты, и этот вариант выбран во всех формальных документах по обоснованию ядерной радиационной безопасности объекта укрытия, это 36 тонн. Но это заслуга, конечно, Бориса Федоровича Петрова, который построил замечательную модель. Надо сказать, что вот я не держал наших отчетов, тогда вот публиковать это у нас не было времени. 91 год, нужно было срочно отчитываться. Тогда еще произошел вот, значит, это ГКЧП, Украина отделялась, нужно было срочно отчитаться, завершить работу. Но я сейчас посмотрел, это блестящая теоретическая работа. Просто, ну, шедевр, я бы сказал, вот так, да? Ну а теперь давайте мы посмотрим, как это выглядело в натуре. Да, вот эта часть нашей работы показалась настолько важной Сан Санычу Боровому и Евгению Павловичу Велихову, что они включили ее детальное изложение вот в первый том своей монографии «Опыт Чернобыля». Они это делали не каждый день, скажем так, да, но здесь это им показалось настолько важным. Ну и методически это было, конечно, красиво все, по уровню физическому, там, да, что они это включили. Ну а теперь давайте посмотрим, как это было в действительности. Это не весь фильм. Это ваш покорный слуга, остальные участники, увы, уже вот это я. Как только на экране появляются вспышки, это означает, ну, в общем, довольно приличные уже гамма-поля. Электронно-оптический преобразователь начинает срабатывать. Но эти конструкции не мы сколачивали, это наши сколотили местные мужики. Это было бы преувеличением сказать, что это наша работа. Сейчас я очень неизящно попаду на колени, потому что штука тяжелая.
В основном коллиматоры покажу сначала. Самый здоровущий это вот этот Боря Петров, который у нас ушел летом прошлого года от рака. Это нам нужно сейчас, вот я говорю, что мы размещаемся на крыше южных барабан сепараторов, сейчас мы туда, на эту крышу уезжаем. Ну, конструкция разрушенная вокруг. Вот такая лестница. Сейчас мы туда ищем. Дальше центральный ряд. Видите, спущики такие, да? Такой засев такой. Экран, поле. Видите, такие снежки. Ну это вот наш где-то порядка 15-20 час. Вот это разрушенная конструкция на крыше южных барабан сепараторов. Центральный зал туда дальше. Оператор, к сожалению, в этот раз Сережа Джаловян, он сказал, что я камеру испачкаю, но просто, конечно, не захотел лишний дотр на это тоже вот такой справа беленький. Сейчас Борис потеряет и намордник, и каску в пылу борьбы. Это не лаборанты. Лаборантов в такие места не брали, как вы понимаете. Это... Ну вот Боря уже потерял. Сейчас он еще и намордник потеряет. Ну, дальше мы перелезаем через завал. Это нетривиальное было занятие. Ну вот видите, опять вспышечка, да? Ну, дальше мы потащили туда к Кемие,
урезу между центральным залом и помещением. Оператор с нами не пойдет. Сейчас будет очень эффектный момент. Вот это уже сам видно, это изнутри. Там птички летают, кстати говоря. Летали в те времена, во всяком случае. Комары кусали. Это мы обратно покажу. Приборчик. Ну, это 1100, здесь надо 1300. А это что за погромче. Это а канал вот здесь, так сюда, 1700, 1900, 2600, 200, 2300, 1200, 3000, 3300. Ну, в общем, все, у меня пички будут видны на все. 300, 2900, ну все поехали. 700. Да, после этого нам наши украинские коллеги предлагали продолжить эту работу, но, как вы понимаете, время изменилось, за те же деньги это делать, в общем, как-то не очень хотелось. Это была договорная работа с комплексной экспедицией, но, конечно, снова лезть в те места по условиям прежним, уже, честно говоря, не хотелось. Вот. Ну, пожалуй, все. Да, можно вот тогда, значит, самый первый слайд. Значит, и сейчас я хочу высказать некие общие такие гносеологические, что ли, соображения по поводу исследований исследований, связанных с Чернобыльской аварией. Была такая замечательная французская женщина, философ Симона Вайль, который принесло это высказывание. Противоречие, которое бьется разум, это единственная реальность. Единственный критерий реальности. В воображаемом противоречия не бывает. Действительно, чернобыльская реальность, с которой мы сталкиваемся, она до сих пор полна невероятных противоречий, бьющихся между собой гипотез, фактов, людских мнений. Вот в частности, наш вот теперь друг по Фейсбуку заочно собирается сюда приехать и снять здесь с нами передачу с Борисом, Александр Купный. Вот он сейчас взял на себя грандиозный труд, украинский журналист, собирать интервью свидетелей разных этапов работы, причем разного уровня, от самого верхнего до самого нижнего. Замечательное дело. Я думаю, что мы здесь сталкиваемся с более фундаментальной вещью. Да? В самом деле у нас, вообще-то говоря, вся наша научная методология, которой мы пользуемся пока, во всяком случае, да, она построена на редукционизме. Это принцип, который был сформирован еще в Древней Греции, ну а потом, значит, соответственно, наиболее явно сформирован Декартом, сформулирован Декартом. Считается, что мы всегда сложные явления можем свести к сумме простых. Да? То есть любое простое явление мы можем объяснить, сложное явление объяснить полностью, это подчеркиваю, да, совокупностью простых явлений. Да? Была другая позиция, называлась она холизм, которая утверждала, что сложное оно к простому не сводится, да? Что целое не сводимо к своим частям. И вот, в частности, в современной теории систем есть такое понятие эмерджентности, когда у системы, сложной системы, появляется новое качество, которое необъяснимо вот, конкретными деталями, входящими в эту систему. Я думаю, что в конце концов, когда когда-нибудь будет построена как бы такая более-менее такая количественная теория, пока вот холизм и это находится все в зачаточной стадии развития, не в смысле философии, а в смысле
формулирование в рамках теории в рамках теории систем. Да? Это, наверное, будущее, потому что в самом деле, конечно, вот редукционизм это великий научный метод. Собственно, мы живем все, так сказать, как продукты редукционизма, вот все окружающее нас. Да? Мы сложное свели к простому, это простое освоить. Да? Но мне представляется, что вот такое событие, как Чернобыльская авария, оно все-таки относится к области, когда многое происходило одновременно и взаимосвязано. Вот так я бы сказал там, да. Ну, это мое частное суждение. Вот на этом бы я хотел